Что именно Тэхён рассказал о Чунгуке, что оставило армии по всему миру без слов? Неужели это признание, скрытое от публики? Читайте полную историю и не забудьте оставить комментарий, поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить следующее обновление, которое может изменить ваше представление об отношениях этих двух участников BTS. Вы когда-нибудь задумывались, что на самом деле происходит за кулисами, когда гаснет свет и ликование тысяч фанатов постепенно стихает? Вы когда-нибудь задумывались, что скрывает идеальная улыбка айдола перед камерой? Улыбка, которая кажется легкой, но за ней скрывается нечто, что никогда не было открыто публике. В тот вечер, когда Тэхён наконец заговорил о Чонгуке, мир словно замер. То, что он сказал, было не просто обычной фразой. Это было то, чего никогда не говорил никто, даже те, кто знал их лучше всех. Все началось с одного, казалось бы, простого момента – интервью, которое поначалу было тихим, полным легкого смеха и легких разговоров о музыке, жизни и планах на будущее. Но на 27-й минуте, когда интервьюер случайно упомянул о личных отношениях между участниками группы, атмосфера изменилась. Обычно расслабленное выражение лица Тэхёна внезапно напряглось. Он на мгновение опустил взгляд, глубоко вздохнул, а затем слегка улыбнулся. Камеры запечатлели каждую секунду этого крошечного изменения. То, что может ничего не значит для случайного зрителя, но для армии одного взгляда в его глазах было достаточно, чтобы заставить их сердца замереть. «Чунгук», медленно, почти шепотом проговорил он, «думаю, пора людям узнать кое-что, чего я им о нем не рассказал». С этой фразой мир словно остановился. Интервьюер смотрел на него, не моргая, пока камера продолжала работать. Никто не знал, куда заведется разговор, но настроение изменилось. Это больше не было просто промо-сессии или светской беседы артистов и СМИ. Это было похоже на начало чего-то большего. Затем Тэхён уставился на пустой стул в другом конце комнаты, словно на нем сидела чья-то тень. Он всегда выглядит сильным, полным энергии, но есть в нем вещи, которых люди не знают. Возможно, даже не все его близкие знают, сказал он почти дрожащим голосом. Это короткое заявление вызвало бурю. В течение нескольких часов видеозапись интервью стала вирусной в социальных сетях. Хэштег Тэхён about Чунгук мгновенно занял первое место в Твиттере, и тысячи комментариев армии наполнили посты различными домыслами, от эмоциональных до теорий заговора. Одни говорили, что речь идет о прошлом, другие предполагали, что речь идет о конфликте, а третьи были убеждены, что это что-то более личное. Но многие не знали, что это заявление не появилось внезапно. В последние месяцы взаимодействие Тэхёна и Чунгука действительно привлекали внимание. От небольших жестов за кулисами, более длительных, чем обычно, взглядов, до моментов молчания, запечатленных на камеры фанатов. Что-то изменилось, что-то необъяснимое, но глубоко прочувствованное. Один из сотрудников, присутствовавших на интервью, даже подтвердил, что атмосфера в комнате внезапно изменилась, когда упомянули имя Чунгука. Обычно Тэхён очень выразителен, но на этот раз он был спокойнее, глубже, тщательно подбирая каждое слово. Несколько часов спустя Hype опубликовала краткое заявление. Комментарии Тэхёна к интервью будут дополнительно объяснены в полном контексте. Но вместо того, чтобы успокоить домыслы, это заявление лишь подогрело любопытство публики. Что именно будет объяснено? Зачем ждать полного контекста? И вот тут все начало меняться из простого разговора в большую загадку. На следующий вечер Тэхён появился в необъявленном прямом эфире. Одетый в серый свитер и сидящий в хорошо освещенной студии, он выглядел иначе, без макияжа, без фоновой музыки, просто он сам, уставившись в экран, словно разговаривая напрямую с кем-то за тысячи хлынувших комментариев. Я знаю, что многие из вас ждут объяснений, но иногда есть вещи, которые невозможно объяснить словами. Есть вещи, которые можно только прочувствовать. Эта фраза еще больше накалила обстановку. Некоторые фанаты заметили едва заметные жесты. Его пальцы касались запястья, чтобы, словно он что-то держал или кого-то вспоминал. Затем он вдруг присмотрелся внимательнее и сказал: «Чунгук — это тот, кем я восхищаюсь, и это трудно объяснить. Мы многое пережили вместе, но был момент, который все изменил». Что он имел в виду? О каком моменте он говорил? Вновь вспыхнули домыслы. Некоторые связывали это заявление с их стажерскими годами до дебюта,
когда, как известно, у них была очень тесная связь. Другие говорили, что их отношения были напряжены из-за сольных графиков. Но некоторые полагали, что Тэхён может скрывать что-то большее, то, что он не готов был раскрыть полностью. Один из комментариев фаната стал вирусным. Если Тэхён так говорит, значит, это не просто ностальгия. Это что-то тяжелое. Возможно, о том, что происходило за кулисами все это время. Чем дольше это продолжалось, тем больше фрагментов старых видео ассоциировалось с его заявлением. От хихиканья Чунгука за кулисами, когда Тэхён произносил его имя, до моментов, когда они, казалось, избегали друг друга на некоторых концертах. Интернет стал обширным полем для анализа. Все искали знак, жест, взгляд, который мог бы пролить свет на тайну их связи. Но самым удивительным была не реакция публики, а ответ Чунгука. Через 3 дня после вирусного интервью Тэхёна Чунгук опубликовал короткий пост на Weverse. Иногда человек говорит не для того, чтобы объяснить, а чтобы отпустить. Эта фраза поразила фандом как молния. Был ли это ответ Тэхёну, косвенное признание, или это был знак эмоциональной дистанции между ними? Поклонники расстались. Одни увидели в этом проявление зрелости, когда 2 человека учатся открываться друг другу. Другие же опасались, что это намек на то, что старые раны снова всплыли на поверхность. В последующем интервью японским СМИ Тэхёна снова спросили о его заявлении. На этот раз он лишь слабо улыбнулся и сказал: «Чунгук понимает, о чем я. Надеюсь, он тоже». Одного предложения было достаточно, чтобы разжечь домыслы, которые никак не утихали. Некоторые корейские аналитики индустрии развлечений предположили, что заявление Тэхёна могло быть частью эмоционального нарратива, подготовленного в преддверии их сольных проектов, но они также признали, что в том, как он это сказал, было что-то слишком личное, что трудно отбросить как просто рекламу. Затем вирусным стало старое видео, на котором Чунгук молча наблюдает за Тэхёном за кулисами во время последнего концерта BTS перед перерывом. Фанаты заполонили форумы теориями, анализируя каждый взгляд, каждую улыбку, каждую строчку, которую они могли бы написать друг другу. Может быть, все это скрытые послания наконец-то выходят на свет? Хайп хранили молчание. Никаких новых разъяснений, никаких дальнейших интервью. Тем временем Тэхён становился все более погруженным в себя на своих выступлениях. Во время одного из своих сольных концертов в Париже он внезапно остановился посреди песни, долго смотрел на публику и сказал: «Есть человек, о котором я всегда думаю, когда пою». Эта фраза вызвала новую волну споров. Публика не знала, но за кулисами атмосфера между ними изменилась. Менеджер, пожелавший остаться неизвестным, сказал: «Они по-прежнему уважают друг друга, но теперь есть едва заметная дистанция. Возможно, это потому, что они выросли по-другому, но чувство осталось». То, что когда-то казалось спонтанным заявлением, теперь превратилось в цепную реакцию масштабных масштабов. СМИ отслеживали их взаимодействие, фанаты копались в старых архивах, и каждое новое замечание любого из них становилось еще одним неполным фрагментом пазла. Но одно было ясно – что-то грядет, что-то, что либо ответит на все эти вопросы, либо вызовет еще более глубокие. В тот вечер, в конце своего неожиданного прямого эфира, Тэхён в последний раз посмотрел в камеру, прежде чем экран медленно потемнел. Если ты действительно хочешь знать, подожди, пока все будет готово, потому что, когда я скажу это позже, это изменит то, как ты видишь нас обоих. Когда экран потемнел, мир замер. Никто не понял, что Тэхён имел в виду своими последними словами, но его тон оставил что-то повисшее на воздухе, тишину, которая была громче любого крика. Тысячи комментариев заполонили платформу в течение секунд. «Что значит изменить то, как мы их видим?» – спросил один Арми на Weverse. «Дело в прошлом, в тайне, которая никогда не будет раскрыта?» – спросил другой. Но ответа не было, только домыслы, эмоции и тревога смешались воедино. В тот вечер прямой эфир Тэхёна побил рекорд по количеству зрителей за всю историю платформы. Фанаты по всему миру пересматривали, анализировали, замедляли и анализировали каждую секунду видео.
Они следили за каждым движением глаз, каждым вздохом, каждой паузой, которая могла содержать скрытый смысл. Некоторые говорили, что последний взгляд Тэхёна в камеру не просто случайный взгляд, это было послание. Он как будто знал, что Чунгук смотрит, написал один из фанатов в Твиттере. И действительно, вскоре после окончания трансляции Чунгук неожиданно появился в прямом эфире на той же платформе. Ни вступления, ни музыки, только он сам, сидящий перед камерой в черной толстовке с капюшоном, с немного взъерошенными волосами. Его глаза были не такими яркими, как обычно, но и не грустными, спокойными, но тяжелыми. «Я смотрю, и я понимаю, что он имеет в виду», – тихо сказал он. Одной этой фразы было достаточно, чтобы встряхнуть фандом. Прямой эфир Чунгука попал в мировые тренды, но, как обычно, он не стал вдаваться в подробности. Он просто смотрел на экран, словно говоря с кем-то, с кем не мог встретиться в лицо. Иногда, когда двое слишком долго идут вместе, они забывают, каково это идти в одиночку, продолжил он. Но есть вещи, которые невозможно скрыть от того, кто знает тебя с самого начала. Его тон был тяжелым, словно отягощенным невысказанной правдой. После долгой паузы последовал тихий вздох. Чунгук опустил взгляд и горько улыбнулся. Он знает обо мне все, даже то, чего я никому не рассказывал. Но не все можно объяснить, не все чувства можно выразить словами. Тысячи зрителей замолкли, никто не осмеливался комментировать. Лишь эмоции сжимали их грудь, любопытство, страх, надежда – все переплеталось воедино. Затем Чунгук снова посмотрел в камеру, на этот раз мягче, и добавил: «Если время позволит, возможно, когда-нибудь люди поймут, но не сейчас». А затем, без предупреждения, трансляция закончилась. После той ночи СМИ и публика словно растерялись. 2 загадочных прямых эфира, 2 предложения, которые казались связанными, но так ничего и не объяснили. Было ли это знаком конфликта или примирения? Никто не знал. Но среди этой неразберихи возникло нечто новое, что снова разожгло огонь. Всплыли старые видеофрагменты со времен их стажировки, забытые архивы интервью BTS до дебюта. На видео Чунгук и Тэхён сидели рядом, все еще подростки, с невинными улыбками и глазами полными мечты. Когда интервьюер спросил, кто был самым важным человеком во время стажировки, Чунгук сразу же указал на Тэхёна. Он тот самый, потому что он поддерживал во мне уверенность, когда я был готов сдаться. Тэхён рассмеялся, легко ударив его по плечу. «Он должен мне рамен на всю жизнь», – пошутил он. Поклонники, смотревшие видео, плакали. Было тепло, были воспоминания. И вдруг все, что они говорили в прошлом, обрело новый смысл по сравнению с тем, что они говорили сейчас. Казалось, что за эти годы между ними что-то выросло, изменилось или, возможно, даже угасло. То, о чем они теперь начали говорить осторожно, понемногу. Напряжение снова обострилось, когда крупная корейская СМИ опубликовала статью расследования о молчаливом напряжении между ними. В статье утверждалось, что они громко спорили в студии во время репетиций финального проекта BTS перед перерывом. Это была необычная ссора, там было много эмоций. После этого они редко общались напрямую. Хайп быстро опровергла эту информацию, назвав ее беспосновным слухом, но фанаты уже имели свои собственные интерпретации. В социальных сетях старые видео, фотографии и интервью складывались в сложные теории о меняющейся динамике, невысказанных чувствах и эмоциональной нагрузке, стоящей за славой. Тем временем Тэхён не молчал. Несколько дней спустя он появился на японском развлекательном шоу. Когда интервьюер осторожно менционировал имя Чунгука, выражение лица Тэхёна слегка изменилось. Иногда люди думают, что знают все, потому что видят на экране. Но отношения не всегда такие, какими кажутся. Мы все боремся, все растем и меняемся, но есть одна вещь, которая не изменилась – взаимное уважение. Однако, когда интервьюер спросил, часто ли они общаются, Тэхён лишь улыбнулся и ответил: «Не так часто, как раньше, но это не значит, что мы отдаляемся. Иногда молчание также может означать понимание». И снова публика была взволнована. Почему Тэхён так тщательно подбирал слова? Почему каждое предложение было наполнено эмоциями? За его спокойным выражением лица скрывалось что-то необычное, словно кто-то скрывал слишком большую историю, чтобы ее рассказать. Неделю спустя Чунгук выпустил на YouTube короткое видео под названием «Behind the Silence». В нем он записывал в студии, без звука,
только видеозаписи того, как он поет, немного смеется, а затем смотрит на стену, где были приколоты фотографии BTS. Среди них была фотография — он и Тэхён, выступающие вместе в Лондоне. И этот кадр в очередной раз напомнил миру: некоторым историям не нужны слова, чтобы их понять.